есть я очень скептически отношусь ко всяким добавкам, лекарствам и таблеткам. Вот. И как для меня это был такой показатель. Есть субъективное ощущение, как мое состояние, а есть объективное, да, когда я, например, могу 2 раза больше бегать, чем тогда в самые лучшие времена, с учетом перерывов в 3 года. Тоже, кстати, кожа на лице более гладкой стала. Аппетит хороший, но при этом, чтобы насытиться, нужно меньше количество пищи. У меня была проблема с коленными суставами. У меня левое колено травмировано и не до конца сгибалось. А во время приема синтезита восстановление происходило уже к вечеру. То есть если я в обед бегал, то к вечеру у меня уже было полное восстановление. То есть организм как бы очень быстро восстанавливается. Здравствуйте, Иван Валерьевич. Здравствуйте. Пожалуйста, скажите, сколько вам лет, где вы проживаете, сколько вы пили синтезит и какие основные эффекты вы почувствовали на себе? Мне 36 лет, я работаю тренером по гимнастике, начал принимать 24 марта 2020 года. Прошел полный курс, сейчас делаю перерыв, чтобы посмотреть остаточный эффект от приема. Хорошо, расскажите, пожалуйста, какие основные вот наблюдения у вас есть по поводу приема синтезита? Что вы почувствовали? Может, какие-то улучшения у вас серьезные по здоровью есть? Первую неделю я просто наблюдал, каких-то больших изменений не заметил. Вот. Единственное, только первую неделю употреблял во время приема пищи с утра. Вот. Если принимал ближе к обеду, то засыпал я позже, где-то на пару часов. Плюс в животе какие-то были процессы, как будто что-то там допереваривается окончательно. Вот. И потом я начал на форум залез, посмотрел, начал употреблять за полчаса до еды и строго с утра. И вот когда стали употреблять строго с утра, начались изменения, да, какие-то? Да, через неделю я начал пробежки по стадиону, по пересеченной местности. И первый день я пробежал около 11 минут до ощущения одышки, такой средней одышки, чтобы понять, когда вовремя остановиться, чтобы на следующий день были еще какие-то силы, чтобы не было потом слишком, чтобы долго не восстанавливаться. То есть до средней степени усталости побежал. Это было около 11 минут. Ну, я никогда не употреблял никаких БАДов, никогда не употреблял протеинов, никаких добавок, никаких стероидов, гормонов. Никогда в жизни принципиально не употреблял. Вот это единственный препарат, который я решил. То есть я очень скептически отношусь ко всяким добавкам, лекарствам и таблеткам. И вот я решил попробовать, потому что пока на себе не попробуешь, очень тяжело делать какие-то выводы заочно. Естественно, много информации в интернете, и я удивлялся, почему есть даже негативные отзывы, хотя люди только начали получать. То есть всегда есть какие-то скептики, какие готовы попробовать, а есть скептики, которые не готовы попробовать. Вот, и я вот попробовал, и потом я начал когда бегать, то есть к 21 дню я дошел до 30 минут непрерывного бега в одном темпе, иногда даже с ускорением. Вот, и для меня это был показатель, потому что максимально у меня был результат около 15 минут. То есть в обычной жизни, до того, как вы принимали синтезит, вы максимально бегали, могли пробежать до вот этого состояния усталости и одышки 15 минут. Да. А через 21 день вы смогли пробежать уже 30 минут. Да, спокойно 30 минут, потому что у меня был интервал, которым я увеличивал. То есть минуту, полторы-две, в зависимости от местности, где я бегаю. Мгм. А со здоровьем у вас все в порядке вот было до момента приема синтезита? Ну, единственное, что у меня была проблема с коленными суставами. У меня левое колено травмировано и не до конца сгибалось.
И когда я бегал, у меня, естественно, боли увеличивались. Ну, в обычное, до приема. Я пытался бегать, это было ограниченное время, там 3-4 минуты, и после этого очень долго восстанавливался. А во время приема синтезита восстановление происходило уже к вечеру. То есть если я в обед бегал, то к вечеру у меня уже было полное восстановление. А И до ноги при- переставали болеть. То есть боли ушли после пробежек. То есть ранее до приема синтезита, получается, эти боли продолжались и на следующий день или только ночью? Ну, вообще, просто при любой нагрузке побольше прошел, ребенка поднял, там где-то подкинул, или пробежка, или на 5-й этаж забежал, или до автобуса добежал. То есть были определенные боли и достаточно резкие. То есть они потихонечку ходили и уже как бы сошли на нет. Вот именно за это время, за 20 дней. То есть за 20 дней полностью прошли боли. А есть какой-то диагноз по вашей болезни? Как она точно называется, доктора? Там около 5 диагнозов мне разные врачи ставили. Хронический синовит, самый первый был. Было усыхание связок, мышц, надпоясница там стерлась, ну, разные, не диагнозы, а симптомы, скажем так. Вот. И, то есть, ограничение, то, что начал бегать, ограничение в суставе, оно как бы стало меньше. То есть я мог раньше просто бегать там, рысцой. Вот сейчас я могу как бы уже с более высоким подниманием бедра. Мгм. То есть, Качество бега. а еще раз, еще раз. Улучшилось качество бега. Качество бега и качество жизни, соответственно, потому что сейчас вы можете подниматься, получается, на 5-й этаж, ребенка поднять, да, и ничего не происходит при этом. Спокойно, то есть, и самое главное, что эффект очень быстро накопился. То есть через неделю я уже мог спокойно увеличить нагрузки. И то есть организм как бы очень быстро восстанавливается. То есть быстрее бывает, может быть, когда много идеальных факторов, там, погода, отдых, режим дня. Здесь мы немножко добавили активности и добавили БАД, синтезит. Вот все остальное я оставил как и было. То есть на том же уровне. Питание и остальные нагрузки. Замечательно. Какие-то еще, может, наблюдения есть по самочувствию, по каким-то другим эффектам? Ну, по самочувствию то, что все время находишься в тонусе. Это первое. А второе, я ем не очень много, но то есть аппетит хороший, но при этом, чтобы насытиться, нужно меньшее количество пищи. Если по привычке я съел лишнее, я прям чувствую, что лишнее. То есть начинаешь чувствовать лучше, сколько покушать, там, чего поесть. Что иногда можно просто воды попить, там, без завтрака, без обеда побыть или без ужина. Вот. Потом по зрению. Зрение стопроцентное. Из-за того, что мы очень много сидим сейчас дома в период карантина, а раньше глаза очень быстро уставали. То есть глаза уставали, слезились. Сейчас этот порог где-то в раза в два сдвинут. То есть если весь день перед компьютером, то в конце дня начинает иногда слезаться глаза. Но в общем, то есть по зрению лучше, по самочувствию лучше, по дыханию лучше, не знаю, по общему тонусу тоже на порядок. Мгм. А может быть, волосы, ногти замечали какие-то моменты? Ну вот ногти я, правда, почитал, вот я отбил молотком 4 месяца назад, у меня было темное пятно. Вот у меня ощущение, что оно немножко быстрее стало как бы, отрастать и сдвигаться это пятно. То есть я вот сегодня подстриг, практически уже ушло. То есть 3 месяца оно очень медленно ползло, часть, которая деформирована была. Вот кожа тоже, кстати, кожа на лице более гладкая стала. Именно на лбу, не там, где я вот мужчины бреются, бывает, что бреется, и люди думают, что, конечно, женщины не бреются, у них там не обновляется кожа. То есть, например, кожа стала более гладкой. Раньше постоянно там шелушилась от перепада там, влажности. Сейчас вот это ушло. Прошло шелушение, получается. Да, то есть, ну, бывает, наверное, разотру как-то там по привычке, там, на улице, на природе, там, выезжаем, и бывает там натрешь там с грязью. А так, в общем, кожа стала более гладкой. По крайней мере, на лице, то, что я вижу в зеркале.
Хорошо, а вы говорили, что вы раздали своим знакомым определенные упаковки синтезита. У них какие-то интересные есть изменения? Ну вот брату я отдал, у него энергия повысилась. То, что он вот пока наблюдает, он только половину времени, да, там около 10 дней употребляет. А теще 71 год. У нее на работе все заболели, она вот сейчас в этот период, то есть абсолютно на ногах легко переносит там. То есть у нее вообще никаких симптомов нет. Ей понравилось, но попросил еще одну пачку дать. А Вот. чем они заболели на работе все? Ну, простудами какими-то, где-то там. У кого простуды, ну, ноги у нее тоже немножко полегче с ногами, суставами. Мгм. Значит, у матери у нее сахарный диабет второго типа, колет инсулин. У нее тоже очень долго сопротивлялась, не хотела пробовать. Вот. У нее ноги тоже перестали болеть. То есть, ну, где-то на четвертый день она сказала. Суставы именно или что? Ну, у нее где-то в лодыжках где-то боли были именно. Это связано с сахарным диабетом, что у людей изменяется как-то там состав крови, видимо, и влияет, когда человек на ногах находится. Вот у нее перестало тревожить. По крайней мере, острые боли ушли. Ну Вот, а хорошо, хорошо. скоро молодеет, да. Даже оставит отзыв. Ладно. Ну отлично, спасибо большое за интервью. Наблюдайте дальше за своими изменениями. Смотрите, как у вас пройдет период без синтезита. Это тоже очень ценная информация для нас. Еще раз благодарю. Еще, Иван Валерьевич, хочу спросить один вопрос. Может быть, у вас есть какой-то совет для тех людей, кто будет смотреть потом ваш ролик, какое-то пожелание? Ну, я бы посоветовал попробовать, потому что это безопасно, с моей точки зрения. И каждый может на себе проверить эффект очень быстро. За время, пока человек употребляет, то есть 20 дней. То есть я вот никогда ничто не пробовал, не испытывал. Это вот единственное, и оно работает. Вот. Ну, я всем рекомендую. Иван Валерьевич, смотрите, а почему вы решились попробовать синтезит? Ну, во-первых, я уже 4 года слежу за этим проектом, около 4 лет. И вот из-за того, что у меня со здоровьем было все очень хорошо, и когда вот у меня колени опухли, и ни один врач не смог ни поставить диагноз, ни до конца вылечить. Я обращался к мануальщикам, ездил в разные города, к разным специалистам, разные анализы сдавал, крови, томографии, рентген, все, что, в общем, обращался ко всем, кто рекомендовал. И мне нужно было, то есть я искал средства восстановления. И для меня вот этот препарат получился так, что он помогает мне ускорить на порядок процесс восстановления. Может быть, если я был бы более здоровый и где-то там более успешным, да, в финансовой сфере, может быть, я даже не обратил внимания. Потому что когда у человека что-то болит, он более чувствителен к каким-то изменениям, чем более здоровый человек. Вот, поэтому, когда я до конца восстановлюсь, тогда я смогу понять, то есть насколько уже на здорового человека это влияет, насколько изменения ощущается у другого человека. Поэтому или человек восстанавливается, или человек очень здоровый, он хочет повысить свою физическую форму, как спортсмен, например, да, без лишних допингов, без лишней нагрузки на других препаратов, то ну, вот я бы рекомендовал хотя бы один раз на себе. Но еще одно наблюдение. Я просто начал замечать, то есть, когда у тебя улучшается самочувствие, улучшается настроение, улучшается как-то все в жизни, ну, все подтягивается к этому уровню. Вот, то есть как-то прилипают какие-то позитивные вещи, вот, страх уходит, что да, там, где-то может в период карантина очень многие люди из-за страха, ну даже какие-то глупости делают, кто-то просто ходит, кто-то там 3 маски одевает. То есть вот страха нету, потому что чувствуешь себя классно. Спасибо большое, спасибо. Пожалуйста.
Да, у некоторых, вот у меня первую неделю было, я ничего не делал, потому что я сначала ждал очень долго. У нас прекратились занятия на работе, то есть работа тренером. У нас где-то с 20 марта, то есть мы перестали ходить. Вот. И я когда почувствовал, сначала у меня в животе какое-то бурление было, может там кишечник восстанавливается. То есть помимо упражнений у каждого есть свое какое-то, да, состояние организма. Может быть, кому-то 20 дней надо, чтобы просто прогнать, чтобы почиститься, что ли, как-то, настроиться. Поэтому у меня вот так было сначала первые дней 8, наверное, какое-то бурление в животе постоянно. А потом, когда начал бегать, все это ушло, одышка ушла, вот на 5-м этаже мы живем. То есть, именно я просто по ощущению, что для меня бег это самый такой тяжелый на какие-то длинные дистанции. Там 5, 6, 7 километров. То есть мне достаточно тяжело. Я по пересеченке бегал, по стадиону. Даже когда вот так по пересеченке бегаешь, там, думаешь, сил вроде нет, ну как, потихонечку, в одном темпе. То есть я темп замерял, даже в одном темпе можно бегать все 30 минут. То есть это тоже важно.